Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Про Мексику я знала ровно столько, что знают люди, да, кактусы, наркотики такие. Русскоговорящих вообще в Мексике много? По последним данным, их по официальным было 25 тысяч. Курортные места типа Канкуна – это вообще не Мексика, это определенная такая своя среда, свой пузырь, своя жизнь. Создала свою здесь маленькую Россию, и в ней живу, да, мне здесь хорошо. В машине у меня лежит топорик небольшой, чтобы вы понимали, на всякий случай. Я все-таки блондинка. Очень много русских приезжают с опломбом, такие: это страна третьего мира, а мы здесь самые умные, самые не знаю что. Они ездят голыми на велосипедах, они голыми просто идут по улице. То есть по улице я на каблуках не вышагиваю здесь вообще, то есть забыли все. Никто, кроме нас, праздники в Мехико не организовывает. Мне никогда паспорт не нужен был, у меня здесь вид на жительство, и мне его было достаточно. А вот за границей там намного, вот это у нас загнивающая Россия, а вот там вот в Мексике или там, не знаю, в Америке, да, ребята, все то же самое. Та же коррупция, абсолютно все те же схемы, которые там государственные, да, какие-то. Всем привет, это Мексика, и мы встретились с Ксенией. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Самый главный первый вопрос. Ксения, почему Мексика? Так получилось. Я здесь уже в октябре буду праздновать 14 лет. Вышла замуж за мексиканца и приехала. По сути, такая жизнь у меня была. 14 лет назад. Да. Но где вы познакомились? В России, в Мексике? Мы познакомились, мы изучали английский язык на одном из сайтов, и вот завязалось общение, просто начали общаться. Я вообще думала, что мой бывший муж итальянец, потому что флаги Мексики и России похожи, и в тот момент, видимо, у меня какой-то был провал явно в географии. И все, познакомились, начали общаться. Через полгода я собрала чемоданы и приехала в Мексику, купила себе билет сама, приехала сюда сама и через полгода вышла замуж. То есть первый раз ты приехала, ты Да, не была? Не была никогда. Окей. А сама ты откуда родом? Сама я родилась на крайнем севере из маленького поселка Симчан, это Магаданская область, рядом с Аймиконом. Прожила там до 10 лет. Потом переехала в Белгородскую область, Тараскол. Там отучилась 9 классов. Потом переехала в Уфу. И сейчас живу в Казани. Если возвращаюсь в Россию, то уже в Казань. У меня обширная география. То есть у тебя, так знаешь, последние места – это такие холодные места, ты понимаешь, такая Мексика. Я, видимо, так намерзлась, такая: о, Мексика, поехали. Окей. И когда ты приехала в Мексику, как тяжело вообще было адаптироваться? Я вообще была удивлена. Про Мексику я знала ровно столько, что знают люди, да, кактусы, наркотики, текила и все такое. Я думала, что все говорят на английском. Как минимум, да, испанский, да, но мы же рядом с Америкой, значит, все должны говорить на английском. Английский у меня был нормальный в тот момент, и я приехала и была просто в шоке, что на английском я могла говорить только в Старбаксе. То есть население, обычное, которое вы видите на улице, английского не знало. Конечно, со временем, да, сейчас я понимаю, что определенный средний класс и выше, они многие учились там в Европе, с ними уже можно на английском говорить, можно даже бизнес вести, не зная испанского языка. Но на тот момент я была в шоке. Приехала, и все. И только английский, моя стратегия провалилась. Окей, а как тяжело было найти работу вообще? Я никогда не работала, именно не устроилась здесь работать на предприятие какое-то, еще что-то, как обычно, да, первый год привыкала к стране, а потом я забеременела, уехала в Россию, рожала я в России ребенка, потому что здесь мне не нравилось
Их, как сказать, ну, во-первых, непонятные врачи были, да, непонятный язык, я чувствовала себя неуверенно. Плюс тут такие всякие странные. Женщина родила, вся семья припирается в этот же день к тебе в больницу, ты должна им подарить подарки за то, что они пришли. Ну, то есть для меня я сказала, нет, я поеду домой. И родила ребенка. Там я прожила 1,5 года, пока ребенок подрос, пока я сделала все документы ему и уже вернулась в Мексику Ну, а обратно. муж с тобой тогда ездил или как? Да, муж поехал тогда со мной. Он поступил в Казанский университет на подфак, на изучение русского языка и выучил русский там. То есть мы потом вообще общались. Все мои ругательства уже все понимал По-русски. по-русски. У тебя где работает, чем занимается? Муж, мой бывший муж, он айтишник, у него финтех-компания, банковская компания для фирм такого типа Здесь. в Мексике, да. И, значит, у тебя ребенок гражданин России, то есть у тебя мексиканских детей нет. Обычно все люди приезжают, хочу Нет, гражданство. у меня у ребенка и мексиканский, и российский паспорт, и гражданство оба. То есть неважно, что ты родил ребенка в России, она по отцу получает паспорт гражданина Мексики. Поэтому она у нас с паспортами довольна. Окей. А ты сама легализовалась сейчас на У меня, как ни странно, я уже здесь 14 лет, и мне никогда не нужен был паспорт. Поэтому сейчас смотрела на ребят, которые приезжают, рожают любым путем, там, не знаю, какие только программы, паспорт. Мне никогда паспорт не нужен был, у меня здесь вид на жительство, и как бы мне его было достаточно. Но в связи с последними событиями, когда закрывают Европу даже для полетов, я понимаю, что уже паспорт нужен, потому что просто летать невозможно. То есть мексиканский паспорт. Ну, в США ограничения какие-то есть же тоже для российского паспорта? Ну, у меня были очень много виз, и я сейчас просто не продляла свою последнюю визу, а так спокойно летала, никаких проблем никогда не было. Ну, скажем так, до определенных событий. После них я уже не летала, потому что мне уже было не надо, не было никакого там уже ни интереса, ни дел, скажем так. Поэтому как сейчас на влете в Америку, да, по российскому паспорту, не могу сказать. Окей, ты говоришь, я ни на кого не работал. Так расскажи, чем ты здесь занимаешься? Сейчас я очень долго работала нутрициологом, консультировала людей онлайн. Мне это было интересно. Я закончила в России очень много курсов. Да, у меня нет медицинского образования, но у меня огромное количество всяких именно хороших курсов с хорошими руководителями. И я была нутрициологом очень долго, то есть свою семью поставила на ноги, ребенка там избавила от аллергии и так далее. Очень долго консультировала. Потом почти, наверное, лет 10 я занимаюсь общественной деятельностью в Мексике. Именно работаю с соотечественниками, делаю различные мероприятия, работаю с детьми и плюс рассказываю мексиканцам о русской культуре. Что Россия – это не медведи, шапки и балалайки, да, и мы проводим очень много мероприятий на эту тему. А откуда эта идея вообще пришла этим заниматься? Все началось с того, что у меня ребенку было 3 года, и близился Новый год, там, ноябрь был или октябрь, и я понимаю, что никто не делает Новый год. Была женщина Елена, которая обычно это делала, и она говорит, все, я устала, я проводить не буду. Ну, то есть октябрь месяц, я такая думаю, что мой ребенок останется без Деда Мороза и Снегурочки, ну, как бы непорядок. И у меня был тогда друг, мы хорошо общались, Олег, и его жена Вика. Я говорю, ребят, давайте сделаем Новый год, что нам? И мы поставили первый наш спектакль, нашли помощь, нашли костюмы. У нас был спектакль типа «Дед Мороз против Дарта Вейдена». И вот нас смеси культур начали делать новогодний утренник сначала. Ну, потом ребята отошли в сторону, а меня вот дальше понесло и затянуло. Посольство вам не помогало? Посольство вот как раз-таки оно помогло. Посольство помогает, чтобы вы понимали, на определенные вещи. Оно помогает, например, арендовать помещение, арендовать звук. Все, на этом полномочия посольства заканчиваются. Они ни костюмы, ни, естественно, актеров, это все ничего никогда не оплачивается. Это вот ты на энтузиазме напрягаешь всех остальных людей и говоришь, давайте сделаем. Все таки давай. И вот так мы и организовали в итоге потом молодежную организацию. Что мы только здесь не делали. От живых шахмат, когда русские Катрины против мексиканских Катрин бьются на огромном поле, там театрализованные. Ставили иммерсивные спектакли по Булгакову, например, по Пушкину. Ну, вот. То есть развлекаемся как можем. Это ты этим начала сколько лет назад заниматься? Получается, и сейчас в этом году 10 лет, как я этим занимаюсь. 10 лет. И вот за 10 лет, как считаешь, количество русскоговорящих собирается
сейчас больше или тогда было больше? Одинаково. Единственное, была вот когда волна после 22 года, да, вот в 22 году у нас прям было много людей на форумах наших, на детских мероприятиях, было прям много. Ну вот пока суть до дела, за 2 года все ребята разъехались, кому-то не понравилась Мексика, кто-то уехал в США, как и планировал, кто-то вернулся, да, в Россию. То есть и мы остались с теми же цифрами, с какими были. Ну, то есть на Новый год здесь собирается, ну, наверное, самое большое – это 500 человек. Это мамы, папы и дети, да, все вместе уже. Ну, это мой максимум, что мы собирали. Ты чувствуешь зов перемен? Где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. Твой интерес вообще в чем? Вот, то есть ты сама говоришь, посольство только помогает арендовать, но по факту оно тебе зарплату не платит. Не платят. Вот в твой интерес ты как бы от чего ты получаешь деньги? Самое странное, мы, наверное, очень странные люди, потому что я сейчас занимаюсь, я 2 раз вышла замуж уже за русского. У меня русский муж, который здесь прожил уже больше 30 лет. И мы немного странные в этом плане, потому что действительно нам не платят. Мы не состоим на работе там в русском доме. Но у нас есть большая, может быть, глобальная цель, миссия. У меня была цель вырастить моего ребенка русским, потому что я очень много видела детей, которые после 3 лет начинали забывать русский язык. Мамы с ними переходили на испанский, например, и все время мне доказывали, мой ребенок говорит по-русски, а я с ним общаюсь, а ребенок там, знаешь, свет горит, дома никого нет, он не понимает меня вообще. И я не хотела, чтобы у меня вырос чисто мексиканский ребенок. Я считаю, что любая культура только обогащает. У меня была цель вырастить его в 2 культурах, чтобы он понимал мексиканцев, их сленг, их шуточки, их праздники. Все понимал, вырос с этим. И то же самое с Россией, с русской культурой. И это была цель. А как этого добиться, если ты сам не вовлечен? Если ты 9 мая, а это праздник нам не нравится, ой, Дед Морозы надоели, а вот Санта-Клаусы, то есть это было понятно, что тут надо действовать прям жестко. Мы праздновали дома все, а если никто не делает? Потому что в Мексике, я сейчас не буду там говорить, я самая крутая, но никто, кроме нас, праздники в Мехико не организовывает масштабные такие. Мы вот в прошлом году прошлись парадом Дедов Морозов и Снегурочек по центральной площади. Это как бы мы по Никольской, например, в России, в Москве прошли. И мексиканцы плакали от счастья. С нами были надувные куклы Чебурашки, Медведя. Не поверишь, приходили мексиканцы с маленькой плюшевой игрушкой Чебурашка, чтобы сфотографироваться с этим большим Чебурашкой. Вот я фанат Чебурашки, можно мне с вами сфотографироваться. Шли прям толпой. У нас было, наверное, 15 Снегурочек, 4 Дед Мороза. У нас была колонка, которая огромная, переносная, с нашей русской музыкой. Мы фотографировались со всеми мексиканцами. Наверное, часа 1,5 у нас занял проход от Беллас Артес, Дворец изящных искусств, до центральной площади, до этого флага. Мы вот прошлись. То есть люди нормальные не пойдут. Я себя считаю немного странной. Мне всегда говорят, зачем ты это делаешь? Я говорю, не знаю, хочу остановиться и уже не могу, потому что настолько эта деятельность затягивает. Ну и плюс, если говорить про деньги, откуда деньги, у нас, например, есть магазин русских сувениров. Да, когда это возможно, на каких-то мероприятиях, особенно там для мексиканцев, мы выставляем, то есть эти все матрешки, яйца Фаберже, там, не знаю, всякие пилотки российские, брелки Калашникова и все остальное, все, что пользуется спросом. То есть у меня есть магазин детских книг на русском языке, то есть тоже в какие-то моменты. Это вот такие доход, я не назову это огромным доходом, это так, хобби, которое, какие-то деньги приносит, которые мы все равно тратим обратно туда же на все эти мероприятия. То есть Благотворительный фонд получается. должны быть какие-то сумасшедшие люди. Иногда бывает, получаем какие-то гранты, но я, по-моему, получила всего 1 раз грант, и мне его так и не дали в итоге, потому что там начались вот эти перебои с выплатами, закрыли, санкции, свифты отключили. Короче, мы в итоге так ничего не получили. То есть ваша организация официально здесь зарегистрирована как? Да, у меня официальная некоммерческая организация, называется «Русактив».
То есть я заплатила деньги за нее, это стоит немало здесь, почти, ну, в то время это где-то было, ей сейчас 6 лет, около $1000 стоит, чтобы зарегистрировать. То есть недешево. Ну, ты потом уже, конечно, ничего не подаешь, там уже никаких деклараций, ну, да, так. И как часто вот ты такие праздники организовываешь вообще в течение года? Ну, как минимум 3 больших. Это Новый год, понятно, 9 мая мы стараемся делать либо концерты, либо еще что-то, всякие бессмертный полк, все хотим сделать, чтобы пешком пройтись, а то у нас все только на стенах. И молодежный форум. Это вот 3, которые мы проводим точно. Форум, ну, вот таких вот мероприятий. Плюс мы делаем театр, масленицу делаем. Ну, минимум 7-8 больших мероприятий и куча мелких всяких. Типа читалочка для детей, когда приходят дети билингвы, которым я читаю на русском. Мы проводим потом с ними мастер-класс с помощью моих ребят из организации. Кто-то организовывает походы на русском языке. У нас есть ребята, кто классно делает походы, с которыми безопасно ходить по Мексике. Ну вот в таком формате. А есть у тебя такое направление еще обучение русскому языку для мексиканцев? Мы не учим, у нас есть ребята-партнеры, которые есть здесь школа русского языка и культуры, они набирают группы, они прям уже тоже зарегистрированы, у них хороший уровень, они проводят сертификацию от СПбГУ Питерского университета, то есть можно сертифицироваться, они очень плотно с этим работают. То есть я русскому не учу, не моя сфера вообще, да, ну... Когда ребята спрашивают, мексиканцы, а где он? Есть кому отправить. Русскоговорящих вообще в Мексике много? Ну, по последним данным, их в официальном было 25 тысяч примерно. Плюс, я думаю, сейчас те, кто приехал, там остался, может, 10 у нас еще есть. Ну, 35 тысяч по всей стране. По всей. 35 тысяч. То есть основные это Мехико, Гвадалахара, ну и Канкун, вот это все побережье. Ну и насколько они активны, как ты считаешь вообще, между друг другом общение? В основном общаются очень часто маленькими группками, то есть чатики какие-то там такого типа. Вот познакомились, подружились, и вот их там 5-10 человек, и они общаются по чатам. На большие мероприятия собираются, ну вот я говорю, максимум Новый год – это самый, наверное, такой семейный праздник, который забываются все политические распри, там, кто за кого, за какую политическую силу. И вот, 500, 600 человек. Ну, в Канкуне еще столько же собираются. Ну, вот все, не сильно. Не могу сказать, не Америка, да, где там, не знаю, на бессмертный полк, по-моему, только 1000 человек выходили. Нет, у нас такого нет. У нас тут на 9 мая там 200 человек, если придут, это уже хорошо. То есть Мексика тебя затянула? Ну, как бы остались здесь, да, потому что, думали вернуться в Россию. Мы каждый год туда ездим. У нас нет такой вот тяги, что вот я уже 10 лет не был, и вот бедненький я несчастный. Нет, мы ездим постоянно в Россию, то есть у нас налажена эта коммуникация. У меня там все друзья, наверное, русские, да, то есть у меня нет лучшая подруга мексиканка. Нет, я, наверное, никогда не ассимилировалась на самом деле. Так осталась, создала свою здесь маленькую Россию, и в ней живу, да, мне здесь хорошо. С точки зрения жизни в Мексике, как вообще здесь преступность? Все говорят, опасно, туда не ходи, сюда не ходи. Небезопасно. Скажем так, если сравнить там, да, в России, я жила в разных городах, я приезжаю, хотя, да, после нашумевших всех фильмов, я в Казань приезжаю, но я живу там в центре, мне там хорошо, я в 12 выхожу в аптеку, в какую-нибудь сумку, не вцепляясь в нее. Здесь... например, в нашем районе все зависит от района, где вы живете. Есть обычные районы, где цены на жилье прям среднестатистические, типа за квартиру 6-7 тысяч песо, да, это считается прям минимальная такая. Это обычные районы, где живут обычные мексиканцы. Не то чтобы там страшно, там некрасиво, да, там вы не увидите высоток, ничего. Там обычные одноэтажные страшные домики, но это не значит, что там супер опасно, да, оно выглядит, может, не очень. Есть районы, которые, как я могу мужу написать, я могу в этот район ехать? Он говорит, лучше там вечером не надо, да. Таких районов прям... Тепито, да, который вот там район, который вот страшный и так далее, туда лучше не ездить без необходимости или без мужиков, с которыми ты чувствуешь себя безопасно. То есть русским девочкам надо понимать, что там мини-юбки, куча золота, надела все лучшее, да, там размахиваю телефоном,
не стоит этого делать, да. То есть мы здесь одеваемся просто. Если мы одеваемся куда-то красиво, значит, мы садимся на машину и доезжаем до точки, где мы красивые, и все. То есть по улице я на каблуках не вышагиваю здесь вообще, то есть забыли все. Ну, хотя я сейчас посмотрела, и в России уже никто не ходит вот на таком, на каблуках там и в мини-юбке. Это как-то, наверное, осталось в В прошлом. Москве, на Фаторе. Ну, может быть, только там. Здесь так не надо, да. То есть, ну, надо иметь голову на плечах, всегда думать, где ты находишься, не общаться с незнакомцами, да, может быть, тебе там будут сигналить на улице. Я вот вообще не слышу этого уже, то есть не обращаю внимания, не надо на это быть падкими. То есть держите себя в руках, ведите себя прилично, нормально и по ночам не шатайтесь. Окей. А с точки зрения всей страны, в любом случае вы путешествовали по самой Мексике. Как вообще Да. путешествие? Безопасно или нет оно по стране? Безопасно, если соблюдать определенные правила, ездить днем по платным дорогам. В машине у меня лежит топорик небольшой, чтобы вы понимали, на всякий случай. Я все-таки блондинка, да, то есть и... А подожди, из машины ты тоже с топориком выходишь? Нет, но он у меня лежит там, где скорость переключения скоростей, он так вставлен между сиденьем, то есть, ну, я так подумала, огнестрельным оружием я не умею пользоваться, а так вдруг на что... Ну, ни разу за 15 лет я им не пользовалась, слава богу. У кого-то лежит в машине бита на всякий случай, ну, мало ли просто. Ну и все. Ну, мы просто сейчас по работе очень много ездим по стране, именно вот даже в пределах там 4 часов от Мехико. Ну, даже иногда и вечером возвращаюсь, там, в 8 вечера, в 9 вечера на машине. Ну, все в рамках закона. Главное иметь топор. Окей. Как здесь вообще с медициной? Насколько она здесь качественная, дорогая? Как вообще здесь? Ну, вот, как бы с одной стороны вроде и качественная, с другой стороны вроде и некачественная. То есть пошла к зубному, мне в итоге сломали зуб, да, теперь я хожу, у меня зуб там на 2 части разломался, я жду поездки в Россию, чтобы починить мне зуб. Я готова заплатить там деньги в России, я понимаю, что он будет стоить, но мне, в принципе, те же самые я бы и здесь заплатила. Но здесь мне его не доделали, доломали, а там мне его починят точно. У меня в феврале ребенок попал в больницу, сейчас цены назову. У меня в феврале ребенок попадает в больницу, девочке 11 лет, с приступом сильнейшего удушья. То есть, чтобы вы понимали, сатурация, да, когда измеряешь кислород, у нее была 70 уже. То есть ребенок задыхается. Я поехала в скорую, в ургенцию, да, это неотложка. Нас забирают оттуда, пытались ее реанимировать, кислород, вот это все вставляют. Говорят, вам нужна госпитализация, мы не можем снять ни преднизолон, там ничего не помогло. Госпитализируем. У нее есть страховка. Как бы без страховки я, наверное, с ребенком здесь нельзя жить без страховки. Вы еще, может быть, на себя мы обычно, со мной все нормально, но с детьми, если вы живете в Мексике, без страховки ребенку нельзя жить. Ее кладут в больницу, проходит, ну все там стабилизируют, вылечивают ее, проходит неделя, нас выписывают, счет за пребывание в госпитале среднего класса, да, не самая вышка была, но и не бедный госпиталь, средний частный госпиталь. У нее выходит 225 тысяч песо. Это если умножить на 4, это около 1 000 000 рублей примерно за госпиталь. Страховка ей оплатила большую часть, и мы должны были заплатить около 100 тысяч песо мы заплатили. То есть из этого 1 000 000 около 10% пришлось покрыть наличными. То, что страховка уже, ну, как бы по всем страховым здесь полюсам ты все равно заплатишь. Нет такой страховки, когда тебе все оплачивают, и ты как король, да. Они, если есть, то очень дорогие, то ими не пользуются прям. То есть, ну, вот такая медицина. То есть, если у вас ребенок, вообще нельзя без страховки, потому что с детьми случается вообще все, что угодно. А люди, которые уже живут без страховок, у нас там недавно случай был, там гид сломала в Канкуне ногу в 3 местах. И там на частную клинику нет страховки, нет денег, в государственной клинике там 2 недели не могли сделать операцию. Просто потому что тянули, нет мест, еще что-то, еще что-то. Как бы все вот прям... Вы за границей. Все незнакомо, все чужое. И вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это
в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. Для меня до сих пор российская медицина самая хорошая. То есть мы приезжаем домой в Россию, и начинается, да, вот этот чекап по всем врачам, потому что ты хотя бы те же анализы здесь, чтобы сдать просто чекап на анализы, ты огромную сумму денег выкинешь просто за анализы. В России это в разы дешевле, просто в разы дешевле. Любые. Ну, ты сказала вот про Ургенсиас. То есть ты не можешь вызвать скорую помощь, чтобы тебе домой приехала и забрала? По страховке может быть, и то там тоже ты оплатишь. Еще здесь есть такая фишка, ты вызываешь скорую, твой звонок перехватывает, приезжает скорая не от твоей страховой компании, непонятно, куда тебя потом увезут с этой, непонятно, сколько ты потом заплатишь за эту скорую, она уже будет не по страховке. То есть тут легче и быстрее взять ребенка и уехать. Как в России, типа у меня ребенке 38 градусов температура, приезжайте, здесь нет, это не работает, никто не приезжает. Но про стоматолога того же самого здесь нет русскоговорящих врачей, стоматологов? Одна есть в Керетеро, одна здесь. Ну, как бы казалось бы, да, стоматологи, уже не такая серьезная проблема была. В итоге по ценам они все, в принципе, плюс-минус одинаковые. Вот ехать в Керетеро мне не очень хотелось, это 4 часа от Мехико, чтобы к стоматологу попасть. Проще в Россию. Дешевле. Тачки. Заодно уже, да. Окей. По поводу самих мексиканцев. Как они вообще относятся к иностранцам, к русскоговорящим? Мексиканцы русских очень любят. Тут в этом плане нам, конечно, повезло. Мы живем не в Европе, слава богу. На нас никто кос не смотрит. Россия здесь всегда останется. Во-первых, Мексика была очень долго коммунистическая партия, была очень сильной здесь, да. Здесь вы помните, что Троцкий сюда приехал, потому что здесь ему защищали, скажем так, Троцкого. Здесь есть дом Троцкого, могила, где он умер. Да, здесь до сих пор есть даже не партия коммунистов, а организация коммунистов, в которых заходишь, там ЦК, партия, Ленин, все вот это у них пленарные заседания проводятся. То есть все как вот раньше. Я тут видел даже парк Пушкина есть маленький такой. Парк Пушкина есть, да, там бюст Пушкина, там табличку вешают уже, наверное, 3-й раз, ее все время воруют. Сейчас уже сделали из пластика. Должны были написать, это пластик, не воруйте, пожалуйста. Я вот был, не да? Там висит, да, табличка. Я просто не пощупал, дождь лил. Но там табличка была. Она была до этого металлическая, уже 3 раза украли, поэтому уже должны были сделать из пластика. Здесь много пересечений у Мексики с Россией. Раньше даже граница была. Вот по Калифорнии мы даже граничили с ними там энное количество лет назад. Вот эти все мюзиклы, «Юнона и Авось», это же тоже между русскими и мексиканцами все построено. Поэтому отношения очень долгие, очень теплые. Как и русские отлично относятся к мексиканцам. Я помню, когда мой бывший муж приезжал в Россию, его просто заводили за прилавки в магазины. Смотри, как у нас здесь, посмотри, что у нас тут. То есть отношения шикарные. И то же самое здесь к русским тоже. Будьте добры к мексиканцам, да, не надо вот с этим. Очень много русских приезжают с опломбом, такие: это страна третьего мира, а мы здесь самые умные, самые не знаю что. Да, просто. Вот с таким отношением не надо к мексиканцам, и все-таки не дураки, они это чувствуют. И если ты с таким надменностью приезжаешь, то они тебе этим же и будут отвечать. То есть у мексиканцев есть свои особенности, да, когда они видят белого человека, они с удовольствием на тебе могут нажиться, потому что ты для них гринго. То есть неважно, они не понимают, русский ты или американец, да, ты гринго, значит, у тебя есть деньги, а белый человек всегда человек с деньгами. Курортные места типа Канкуна – это вообще не Мексика, это определенная такая своя среда, свой пузырь, своя жизнь там. А вот если уезжать в Мехико или вот маленькие городки, тут абсолютно мексиканцы очень добродушны. Дорогая жизнь вообще в Мексике с Россией сравнить? Дорогая. Стало намного дороже. Сейчас поднялись цены на все. Бензин растет вообще просто каждый день, мне кажется. Мы как не проезжаем заправки, уже на минимум на 10 центов чуть ли не каждый день рост бензина. Они бастуют, почему бензин поднялся? Планами бастуют и понижают.
Нет, здесь не бастуют. Здесь была проблема там года 4 назад, когда бензина вообще в стране не было. Они там, я думаю, делили эти, да, потоки и денежные по бензину. И бензина вообще нигде не было. И мы вставали в 4 утра, чтобы заправиться, как прям на нашей коммунистической Кубе где-нибудь в канистры налить бензина. После этого уже вообще никто не бастует. Главное, что есть он бензин. Поднялись цены на продукты очень сильно. То есть просто вот все стало намного дороже. Просто многие едут сюда, думают, Мексика же дешевая страна. Она вообще не дешевая. Ну, для сравнения, чтобы жить в хорошем районе, ну вот в нормальном, безопасном, чтобы у вас там был и это не супер лакшери квартира будет, да, но, может быть, в доме у вас будет там тренажерный зал, да, вот в самом доме там многоквартирный дом. Ну, аренда будет, или вот в Паланко, где мы находимся, от 20 тысяч, это самый минимум песо, до там 30, это вот средний чек. Это мы умножаем на 4, получаем рубли. Это 80-120 тысяч. Ну, это как Москва, да. Но в Москве это еще хуже где-то. Это даже без тренажерного зала, я так понимаю. Да, без тренажерки. Да, где-то там, главное, у метро. Ну, вот это, оно раньше намного дешевле было, в принципе, эти цены на жилье. И это прям среднее. Бензин дорогой. Ну, А продукты питания как? продуктовая корзина, она тоже выросла значительно. То есть, наверное, на неделю, чтобы вот закупиться на 3 человек, мы покупаем очень много на рынках. И на рынках здесь цена, если рынок в хорошем районе, там все цены будут на рынке, как в магазине. Если ты уезжаешь в какой-нибудь там бедный-бедный район, рынок тот же, плюс-минус одни и те же продукты, но там в 3 раза дешевле все. Поэтому дешевле съездить на машине, закупиться и вернуться. И получается, так по ценам без фуагры, да, наверное, на неделю, на 3 с мясом, без алкоголя, 1030, наверное, в неделю рублей выходит. Я так думаю, примерно плюс-минус. То есть это как бы нормально. Овощи, фрукты, мясо ты купил, да, рыбу ты купил ту же красную, какие-нибудь креветки. Можно ездить на рынки вот именно морских гадов, где продают. То есть уже так пошел в магазин и сгреб, будет еще больше. То есть это именно уже высматривать, скажем так, цены. А много здесь вообще русского бизнеса в Мексике? Нет. Нет? Вот в плане, допустим, что у нас есть? У нас есть пекарни русские, да, кондитерские русские, у нас есть кафе-ресторан «Колобок», который с несколькими суккурсалями, точками, да, 7 у них, что ли, их. Лукойл масла, вертолеты мы здесь, у нас поставляем вертолеты, здесь вертолетные заводы есть. Есть? Да, здесь есть. Будут чисто русские или нет? Там, я думаю, смешанные. Русские как инженер, наверное, приезжают обслуживать. Что у нас еще есть? Это прям вертолеты России, да? Да, да, либо вот которые в Казани у нас, вот от них, не буду врать, сейчас не помню. И, наверное, по мелочи еще каких-то прям мелкий такой бизнес, и все. А Лукойл что здесь делает? Добывает нефть? И нефть, и масла у них есть, да. Обе компании здесь представлены. Так что так-то бизнеса, чтобы вот... Просто я много знаю, что в Аргентине много, да, российского бизнеса, русского бизнеса, туда прям все едут. Нет, здесь этого нет. Что Мексика вообще экспортирует в другие страны? Фрукты, овощи, естественно, да, то есть она в США очень много работает на экспорт, да, тоже авокадо возьмите, все там апельсины, мандарины, все это все уходит очень много. Кукуруза, то есть почти, наверное, вся производится в Мексике практически. А что тут, типа там нефть, золото, полезные ископаемые какие-нибудь есть? Серебро здесь, очень много серебра. Мексика одна из... 2, по-моему, по залежам серебра страна. Тут есть город Таско, где просто это серебро, его там и добывают, и продают изделия уже из него. Это вот экспортер серебра очень большой. Понятное дело, нефть. То есть добывают здесь нефтяных платформ очень много. А для России что-нибудь экспортируют? С Россией очень сложно, не налаженные. Вот сейчас был форум «Россия-Мексика». В апреле он проходил. И там это четко озвучили, наш торговый представитель. Он сказал, пока мы надеемся, что у нас будет удобный
перевод денег, да, нет платформы, как переводить деньги. Ты либо вот эти вот странные схемы через Казахстан, Армению, да, которые еще деньги могут зависнуть, не дойти, не дай бог, не доказал, откуда они. То есть очень сложно расчеты по бизнесу идется. И логистика из портов в Мексику тебе тоже надо отправлять какими-то там то в Турцию, то в Армению, оттуда еще какими-то схемами и путями. То есть все это увеличивает логистику, увеличивает стоимость продуктов. Ну, до этих событий вообще взаимоотношения между Мексикой и Россией были плотными? Ну, они все время дружеские. То есть, да, ну вот чтобы плотно продавать мексиканское что-то в России представлено было бы, такого и даже, мне кажется, и до военных действий не было. Твои- Сейчас еще хуже. Окей. Твои минусы Мексики. 3. 3 минуса в Мексике. Сейчас такой мигрант со стажем. Не знаю, мне все нравится. Ну, некачественные услуги. Это, конечно, бесит. Потому что за свои деньги ты хочешь получить качественную услугу, а получаешь в итоге все равно приходится, знаешь, доделывать, переделать. Простой пример этого минуса. Мы каждый год сажаем деревья, здесь делаем сад памяти в честь погибших в войнах Великой Отечественной войны. Есть всемирная акция, называется «Сад памяти». И нам нужно сделать табличку, вот прямоугольную, да, просто табличку на определенном материале и к ней деревяшку, чтобы мы ее потом на палку насадили, эту табличку. Хорошо, они вырезают прямоугольную табличку. 2 раза в год, дважды это такое было. Прямоугольную, да, табличку делают. И к ней делают деревяшку. И вот деревяшка вот настолько, она прям под кривым углом идет. Думаю, ну это же просто прямоугольник. Это иллюстрация всего здесь, в Мексике. То есть, если вы помните мультик, вот этот «И так сойдет», вот этот мальчик. Это вот прям Мексика. Вот ты все время что-то доделываешь, все время нужно следить. Мы сейчас работаем в орг-бизнесе, да, когда организуем мероприятия, именно уже даже не общественные, а простые. И у тебя всегда есть план «С», потому что могут не приехать, не привезти, не доделать, забыть. Не знаю, это все время на нервах. Это прям вот это вот их... Первый минус – это некачественная услуга, а вторая – их необязательность. То есть в России как? Ну, я не знаю, как сейчас, но раньше было из серии «пацан сказал, пацан сделал», да? Если я сказала, вот мы с тобой договорились сегодня вот в это время, я тебя не переспрашиваю, мы договорились неделю назад. Если бы у меня была встреча с мексиканцем, я бы уже 10 раз уточнила, и вполне возможно, чтобы ее и не было, этой встречи. Ты приехал, он сказал: ой, извини, я забыл. Ой, это сегодня? Ну вот. То есть необязательность, она, конечно, не у всех, я уж не буду обобщать всю нацию, но это частая проблема, просто которая ты там 10 раз уточнишь, чтобы все получилось. Где я сейчас, с кем встречаюсь, что замышляю, ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы. Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. Ну и третий, наверное, минус – это, это все в одни, наверное, и те же безалаберность, да, вот это у нас дожди, сейчас сезон дождей, и каждый день я смотрю вот в новостях в ленте, там затопило, прям вообще всех топит, вот ливневки не работают, да, вот это вот все. Я думаю, это как прям в России, когда в декабре снег начинает идти, ты: снег, нифига себе, и все завалило сугробами. Блин, у нас же машины не работают. Здесь то же самое. Дождь. И вот это вот думать, что вот за границей там намного... Вот это у нас загнивающая Россия. А вот там вот в Мексике или там, не знаю, в Америке, да, ребята, все то же самое. Та же коррупция, абсолютно все те же схемы, которые там государственные, да, какие-то. Абсолютно все то же самое. То есть не ищите вот этого, а где-то там хорошо. В Мексике вот это вот все представлено. Абсолютно. На государственном уровне, на обычном жизненном уровне. Одно и то же. Ну, то есть преступность ты в минус запишешь или нет? Ну, я ее на себе вот прям, знаешь, ну да, я в минус преступность, если ты не связан с наркотиками, да, ими не промышляешь, не продаешь, контрабандой не занимаешься, ты ее не чувствуешь. То есть, да, вот, допустим, у нас было мероприятие частное, скажем так, и вот
Пока доехали до мероприятия, там было перекрыто, оказывается, кого-то убили. В моем районе один раз убили. Это заказные убийства. Они есть везде, как бы. Что вот прям каждый день я сталкиваюсь, что убивают, там, не знаю, насилуют. Ты как бы живешь в своем вакууме, и вот обычный человек в нем не варится. Да, когда прям может быть бедное население, здесь очень большой минус, я, наверное, отмечу, но в России его, наверное, меньше, это насилие над женщинами. Оно очень сильное, когда мачисто, да, потому что убьют женщину, никто искать не будет. То есть здесь это могут ее убить, избить, изнасиловать. Поэтому здесь очень много протестов на фоне этого. Ну, протесты тоже достаточно странные. Выходят феминистки, которые грабят и разрушают все вокруг. Я просто однажды попала, мне никогда так страшно не было. Наверное, мне было страшно так при российских, когда в России были теракты. Вот такое чувство испытала. Мы снимали какое-то очередное видео, стояли на главной площади, на Реформе, на центральной улице, и идет ОМОН женский, начинает идти все женщины, щиты, вот эти все ОМОНовцы, такие крепкие девчонки. Я такая стою, говорю, что-то происходит, говорю, что случилось? Они выстраиваются вдоль улиц, и вот если вы смотрели «Властелин колец», вот эти, когда там орки начинают бежать с факелом, я не сравниваю в плохом смысле, но вот прям эта картинка у меня в голове. То есть они начинают бежать, женщины все в масках, в фиолетовых, в своих одеждах, подбегают к нам, такие, вы что тут делаете? Вы кто? Мы такие, мы русские. Ну, отойдите туда, чтобы вас сейчас не смело здесь. И они бегут и начинают все красить, бить. Это бедные памятники. Я не понимаю, как это помогает. Как это помогает, да, государство, ну, что оно делает? Ну, закрыло оно все это, памятники этими щитами, ну, потом перекрасит. Насилие над женщинами стало меньше? Нет. Они ходят, раздают ленточки в определенный день, я уже не помню, какой день это был. Вот ленточки, потому что вот напомнить, что типа насилие над женщинами нельзя совершать. Как это помогает? Может быть, государством надо образованием заняться, чтобы или у людей, чтобы была работа, чтобы они как-то вообще, ну, менялся просто. Росло человеческое в них, да, росли какие-то ценности, что-то другое внедрять. Но не бегать вот с факелами, разрушать памятники и бить витрины. Как это помогает? Насилие – это огромный здесь минус. Здесь вот эти ранние беременности, отсутствие образования для бедного класса. То есть никто не будет, чтобы ты там дотянуть тебя, чтобы ты доучился до 9 класса, да, как в российских школах, чтобы ну хотя бы хоть что-то получил какое-то. Тут они моют на улицах уже там с детства эти машины и так далее. Вот это кошмар, бедность. Вот. Как и во всех, наверное, латинских странах, она здесь ощущается. Это огромные прям мафии, да, когда детей используют, их труд используют для преступных своих целей, скажем так. Ну, про образование. Вот твои дети, они где обучаются? Моя дочка обучается в российской школе при посольстве. Я ее отдала туда. Во-первых, здесь, если ты хочешь хорошее образование для ребенка, в кавычках, да, не обязательно он много знаний получит, но у него будет общество такое более-менее средний класс или выше, да, то ты должен заплатить нормально за обучение его. Минимум ты платишь, ну, в рублях, наверное, 50 тысяч рублей. Это прям такая прям школа, не самая дорогая вообще. Еще найди и поступи туда, да. И вот и выше, да. Есть школы американские, там, которых минимум 2-3 тысячи долларов ты платишь в месяц за обучение своего ребенка. А остальные школы государственные. В государственных бывает неплохо, бывает хорошие. Вот у меня ребенок ходит в музыкальную государственную школу, не в частную. Но это музыкальная школа, да, туда вообще, в принципе, не все ходят. Да, а в обычных школах, смотря в каком районе, если это бедная государственная школа в бедном районе, ну, там образование здесь, чтобы вы понимали, учителя могут... Вот я учитель, моя дочь подрастает, она не заканчивает педагогический или еще что-то, я ей передаю по наследству свою должность учителя, и она становится учителем. Ну, то есть это прям... В том заведении, да? Как? Да, это повсеместно. Потом они бастуют, учителя часто. Их тоже можно понять. У нас недавно я вылетала в Россию, да, еле вылетела, потому что мы узнали, что протесты около аэропорта сейчас будут, идет толпа, и мы выехали, у меня вылет был типа в 7, я выехала в аэропорт в 12 или в 11 утра, и после того, как я зашла в аэропорт, там в час дня,
закрыли аэропорт полностью, потому что пришла толпа, которая возмущалась, толпа учителей. Их можно понять, да, им не выделяют деньги, у них не поднимают зарплаты. И государство тоже как бы, а вы учите этих учителей, у них должно быть педагогическое образование. И вот здесь вот, конечно, ну, видимо, я не могу говорить, не могу критиковать, да, у меня нет мексиканского гражданства, я вот это говорю именно мое мнение. Мы не выходим на протесты никогда, мы не имеем права, если ты не гражданин Мексики, ты вообще никуда не имеешь права выходить, сидишь молча. Но вот именно мое мнение, что государству, наверное, надо понимать уровень образования у людей здесь, потому что это проседает очень сильно. И от этого вот вытекают все остальные проблемы, скажем так. А вот русская посольская школа, она большой штат учителей Она, нет? она очень маленькая, то есть там буквально один класс на каждый уровень, да, первый класс, второй и так далее. И она очень маленькая, и она в основном для дипломатических работников, и иногда берут со стороны вот нас, соотечественников, если вдруг было место, да, вдруг и вот ты попадаешь туда учиться. То есть пойти в посольскую школу, а не хочу в мексиканскую, сейчас примут документы в русскую школу, очень сложно. Она очень маленькая у нас. На Кубе огромная школа, там просто, я не знаю, сколько классов, отдельно стоящее здание, даже не при посольстве. Там очень большая школа, а у нас очень маленькая школа. Ну, она полностью 11 классов закрывает. Да, да. По поводу тех проблем, которые ты озвучила, а как вообще правительство к этому относится? Вот новый президент с корнями из Советского Союза. Ой, там очень условно, да, это все. Ну, новый президент пытается какие-то проблемы решить, будем надеяться на это, да. Ну, пока что-то, чтобы кардинально что-то поменялось сейчас по сравнению с предыдущим, это из одной же партии они пришли. То есть ничего такого прям супер взрывного, каких-то там реформ. Ну, да, судебная реформа сейчас была, теперь суд, он не отдельно стоящий, а теперь он ну, то есть, условно, да, президент и может решать, какие там приговоры может суд выносить. То есть это не отдельная ветвь власти теперь. То есть против него уже не вынесут. То все уже нормально, все уже сделали. Ну, протестовал народ. Ну, а чё? Как у нас аэропорт новый строили до предыдущего президента. У нас был президент Пеня Нету. И он решил построить новый аэропорт недалеко от, который находится в городе. Площадку построили, уже все разнесли, оградили, расчистили. Ну, по-моему, даже чуть ли не возводить уже здания стали. Приходит новый президент. Он говорит, мне не нравится этот аэропорт. Я хочу вот в другом месте построить аэропорт. Провели референдум. И кто участвовал на референдуме? Референдум сделали вот в Паленке, вот в тех стране на юге Мексики, то есть не в Мехико, не людей, кого касается напрямую этот аэропорт, а где-то там вот в Паленке провели референдум, и люди из южного региона решили, что в Мексике вот этот новый аэропорт, который построил предыдущий президент, не подходит, а надо тот, который вот выбрал новый президент. То есть все вот, что можно сказать, вот так вот все и делается. Как везде. А в Мексике армия вообще есть? Армия есть. Ну, Нужно обязательно служить? служить нет. Здесь вы будете смеяться, но это, по-моему, до сих пор так. По крайней мере, раньше было так, я думаю, что до сих пор так. Там лотерея, там есть, приходишь условно и вытягиваешь либо белый, либо черный шар. Вытащил черный шар, пошел служить на выходных, такого типа на выходных служишь. Вытащил белый шар, вообще не служишь. Ну, все. Про эту армию все понятно. Окей. Твои рекомендации вот людям, которые рассматривают все-таки на сегодняшний день до сих пор переезд, возможно, уже в другой стране живут, там в СНГ и смотрят в сторону Латинской Америки. Мексика. Что ты порекомендуешь? К чему подготовиться? Приезжайте с деньгами. С деньгами иммиграция всегда хороша. То есть вы будете чувствовать себя хорошо. Если у вас нет денег, не рассчитывайте, ну или как бы очень скудные запасы, не рассчитывайте, что вы прям едете в дешевую страну там и тут будете условно со 100 баксами королями. Это вообще не так, далеко не так. Здесь дорого. Просто имейте это в голове, что здесь все... А если вы хотите жить хотя бы на уровне российского города, той же Казани или Уфы, то есть достаточным комфортом, это тоже недешево. Это может быть там чуть дешевле, чем в России, но достаточно денег стоит. Но русский сможет здесь найти работу? В
В американских компаниях, как экспат, со знанием английского может найти. Если вы хотите устроиться в местной компании, то вам нужен испанский язык. Обязательно. Если вы рассчитываете прям покорять Мексику в какими-то... Да, вы можете открыть бизнес какой-то. С бизнесом самое простое, наверное. Но всегда держите в голове, что вам нужен человек, который поможет вам, как культурный медиатор, я его называю. Этот соотечественник, который здесь с репутацией, да, не кидалово, не помогаторы, которые вчера приехали, уже сегодня всем помогают с документами или так далее. То есть человек, у которого есть репутация. Бывает часто наши ребята обращаются в посольство и говорят, можете кого-то порекомендовать, кто может помочь. Посольство там у него может кого-то сказать, порекомендовать. Он знает испанский язык, он знает культуру мексиканцев. Потому что когда вы мексиканцу говорите, быстро сделай это, и еще там мат-перемат, как наши часто любят это, он вообще вам ничего не сделает. Вообще вы никогда от него не добьетесь. Или вот эти вот культурные особенности погубили огромное количество бизнесов, потому что наши приезжают с московским вот этим вот опломбом, KPI, B2B, вот эти оперируют, мексиканы на них смотрят, вообще о чем вот здесь ведете речь? Плюс мексиканцы никогда не говорят «нет». Они вам кивнут. Ну вот напрямую сказать, знаешь, дорогой, иди, вот все, ты мне не понравился, мы с тобой не сработались, они вообще никогда этого не скажут. И вы будете надеяться, а он уже про вас и думать забыл. Они вас и кинуть могут в определенно, если вы неправильно не заключили договор или подумали, что он понял, что ты имел в виду, а он вообще тебя не понял. Поэтому для открытия бизнеса, если вы не хотите прям провалиться куда-то, вам нужен вот этот человек, культурный медиатор, который поможет на переговорах, например, объяснит какие-то договора, может быть, поможет прочитать. И GP-чат, конечно, вам все переведет, да, но вот напрямую, когда вы попытаетесь донести свою мысль, тут уже GP-чат вообще не поможет. То есть, если вы планируете открыть бизнес, не пожалейте там, сколько будет, $1000 этот человек стоит, там, который на месяц с вами проведет и поможет там, от заселения в квартиру, да, до того, какими материалами вам обшить вашу, например, комнату под ресторан или что вы сняли. То есть вот на этом не надо экономить, если вы хотите бизнес. Если вы приезжаете и работаете удаленно, это, наверное, самый такой легкий вариант, да. То есть работаешь удаленно, снял квартиру, живешь, ходишь на тусовки соотечественников и живешь все хорошо. То есть в Мексике ты счастлива? Да, я себя хорошо чувствую. Видишь себя здесь на пенсии? Тут большой вопрос. Мы никогда не закрываем в голове мысль, что мы можем вернуться домой, что домой в Россию, да. И всегда вот когда говоришь, думаешь, так, где дом? Я еду домой. Домой куда? Домой в Мексику, домой в Россию. Это до сих пор такой. Россия осталась нашим домом, и мы все-таки не оставляем в голове, не отказываемся от мысли, что однажды в один момент... У меня там ребенок говорит, я буду учиться в России. То есть мы не рассматриваем для учения США, например, или еще что-то, не только в плане денег. Денег можно, да, накопить все это на учебу, даже по тем ценностям, которые продвигаются. Даже в Мексике эти гей-парады, которые... Или даже не гей-парады, ладно, гей-парады, нудистские парады, которые просто голые люди ходят по улицам. Так вот недавно был буквально, понимаете, они ездят голыми на велосипедах, они голыми просто идут по улице. Так это митинг, который одобрен государством, понимаете? То есть вот мы на это смотрим. Я в эти дни из дома не выхожу. Во-первых, пробки везде, во-вторых, не дай бог попасть. То есть, слава богу, вот в каких-то аспектах все-таки наша страна, может быть, иногда какие-то странные методы, но держится, потому что здесь это тоже очень странно. Ты слышишь это? Это зов. Зов неизведанного континента, где улицы шепчут истории, а люди делятся тайнами своей жизни. Ты еще не задал свой вопрос? Оставь его в комментариях, и, может быть, именно ты станешь героем следующего выпуска. Подпишись, подключайся к голосу Латинской Америки.